Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами разберем, как защитить свои деньги и имущество в Германии от новых скрытых бытовых и финансовых изменений. В ближайшие месяцы принесут серьезные перемены, которые затронут кошелек каждого жителя страны. Сначала важная тема для водителей. После отмены государственной скидки на топливо сеть супермаркетов Rewe запустила лотерею с раздачей 50 тысяч купонов на бензин по 100 евро для заправок Араль. Мы разберем с вами, как принять участие в этом розыгрыше и частично компенсировать подорожание литра горючего примерно на 17 центов. Во второй части выпуска начинается переход от системы Bürgergeld к новым правилам социальной поддержки с более строгими условиями и обновленными лимитами на личные сбережения. А под занавес, друзья, аналитика от экспертов АДАЦ, которые рассказали о малоизвестных регулярных платежах за встроенные автомобильные опции, с которыми сталкиваются многие владельцы машин. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья, летний сезон открывается серьезными дополнительными расходами для автовладельцев. В Германии, вы знаете, прекратила действовать временная скидка на энергетический налог, которая последние 2 месяца сдерживала рост цен на топливо. Возврат к прежним ставкам увеличивает стоимость горючего примерно на 16,7 цента на литр, что с учетом НДС превращается для потребителей почти в 17 центов дополнительной стоимости при каждой заправке. Большинство розничных сетей начали пересчет ценников не в полночь, а в традиционный полдень 1 июля. Именно это время стало рубежом возврата к более высоким тарифам. Однако, друзья, сеть Rewe одновременно запустила собственную акцию, которая дает части покупателям возможность сократить расходы на топливо. Именно в этот момент торговая сеть, как я сказал, Rewe запускает акцию, которая может частично компенсировать дополнительные расходы на ваше топливо для своих постоянных клиентов. Официальный пресс-релиз компании сообщает, сеть проводит розыгрыш, в рамках которого будет распределено 50 тысяч цифровых топливных сертификатов для заправок Араль. По сравнению с обычными скидками предложение выглядит весьма привлекательным, поскольку, друзья, внимание, номинал каждого сертификата составляет аж 100 евро. Для многих водителей этого может хватить, чтобы сократить дополнительные расходы после отмены временных налоговых льгот. Механика участия в этом конкурсе максимально простая и полностью проходит через фирменное мобильное приложение сети. Итак, с 1 июля для участника программы лояльности становится доступен специальный электронный купон. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно совершить покупку продуктов на сумму от 30 евро и на кассе отсканировать свой персональный QR-код. После этого система автоматически зарегистрирует чек для участия в этой акции. Победителям сертификаты отправят по электронной почте, а использовать их можно будет на любой абсолютно автозаправочной станции Араль в Германии. Временные рамки для участия в этой масштабной акции ограничены жестким дедлайном. Весь процесс раздачи подарков укладывается ровно в 14 дней. Кампания продлится, то есть срока с 1 по 14 июля 2026 года. Но на самом деле за эти 2 недели кассы ритейлера могут столкнуться с очень высоким наплывом самих покупателей. Если вы, друзья, не успеете активировать свой талон до середины месяца, возможность участия будет утрачена. Также организаторы рекомендуют внимательно читать условия акции. Подарочные средства можно использовать исключительно для оплаты классического бензина и дизельного горючего. А вот владельцы современных электрокаров в этой ситуации остаются вне программы, поскольку зарядные станции в акции не участвуют. Член правления концерна Rewe Group Петер Мали открыто признал, что из-за инфляционного давления многим людям сегодня приходится особенно внимательно считать, скажем так, каждый цент и тщательно планировать семейные расходы. Однако правозащитники во главе с Рамоной Поп из Федерального союза потребительских центров призывают граждан сохранять внимательность. По их мнению, отмена государственных льгот не должна на самом деле становиться поводом для необоснованного роста цен. Поэтому даже при наличии выигранного купона специалисты советуют регулярно сравнивать стоимость топлива на разных автозаправочных станциях.
Но, друзья, бензиновые лотереи и маркетинговые акции торговых сетей теперь полностью закрывают свою повестку, уступая место крупной социальной реформе, которая затрагивает миллионы получателей государственных выплат в Германии. Прежняя система гражданского пособия, запущенная, напомню, в 2023 году взамен системы Hartz-IV, заменяется новой моделью социальной поддержки. Начиная с 1 июля текущего года Бундестаг ввел в действие новый инструмент поддержки. Эта выплата предназначена безработным, потерявшим право на страховое обеспечение, а также малоимущим сотрудникам, чьих трудовых доходов недостаточно для покрытия базовых бытовых расходов. Для одинокого взрослого гражданина базовая фиксированная ставка, напомню, сейчас составляет 563 евро в месяц. Дополнительно социальные ведомства будут напрямую компенсировать аренду жилья, расходы на отопление и обеспечивать медицинское страхование. Профильное ведомство отмечает, что реформа затрагивает очень большое количество людей, поскольку на учете в центрах занятости Джоб-центре находится, вы знаете, около 5 миллионов 300 тысяч человек. Одобренные изменения во втором социальном кодексе вступили в силу, вводя новые механизмы контроля и проверки соблюдения правил предоставления социальных выплат. Параллельно с изменениями системы государство вводит более строгие, друзья, меры контроля за соблюдением правил получения социальных выплат. Если же безработный проигнорирует плановый визит к своему куратору, размер финансовой поддержки могут сократить сразу аж на 30%. Например, раньше за аналогичное нарушение, вы знаете, размер уменьшения составлял 10%. Чиновники Федерального агентства по труду получили законное право полностью приостанавливать выплаты, если человек без уважительной причины трижды подряд пропустил назначенные встречи. Главная задача этой реформы – ускорить возвращение людей на рынок труда. При наличии подходящих вакансий гражданину необходимо рассмотреть возможность заключения трудового договора. Эксперты сообщают, что сотрудники центров занятости смогут приостанавливать выплаты, например, в случае неоднократного необоснованного отказа от выполнения установленных требований. При этом социальное ведомство подчеркивает, что каждый случай будет рассматриваться внимательно и индивидуально с учетом конкретных обстоятельств. Параллельно Бундестаг меняет правила учета личных ваших накоплений при назначении социальных выплат, тем самым пересматривая действующую систему защиты имущества. Сама базовая ставка пособия пока не меняется, однако, друзья, чиновники отменяют прежний льготный период. То есть раньше закон позволял первому члену семьи официально сохранять, напомню, в качестве накопления до 40 тысяч евро, не опасаясь дополнительных проверок при оформлении выплат. Теперь этот порядок больше не действует. Объем разрешенных накоплений теперь напрямую уже привязан к возрасту человека, а значит, перед обращением за государственной поддержкой многим придется учитывать собственные сбережения намного внимательнее. Действует сейчас четкое возрастное ограничение. Молодые люди до 30 лет имеют право сохранять 5000 евро. Граждане от 31 до 40 лет – 10 тысяч евро, а для категории от 41 до 50 лет установлен лимит 12,5 тысяч евро. А вот жители Германии старше 51 года могут сохранять уже до 20 тысяч евро. Эксперты Федерального агентства по труду при этом уточняют, что некоторые виды имущества по-прежнему не будут учитываться при оценке права на получение выплат. Внимание, друзья, к ним относятся, например, один семейный автомобиль разумной стоимостью и ряд других предметов повседневного пользования. Параллельно же социальное ведомство Германии пересматривает и правила компенсации расходов на аренду жилья, вводя более четкие финансовые ограничения на возмещение стоимости проживания. Прежний порядок компенсации расходов постепенно меняется. Теперь выплаты будут производиться только в пределах установленного максимума. В течение первых 12 месяцев помощь на жилье сможет покрывать расходы в размере не более 1,5 местных нормативов. При этом в каждом конкретном регионе местные власти будут самостоятельно определять, какая именно сумма считается обоснованной для проживания на данной территории. Такой коэффициент в 1,5 норматива задуман как временный переходной механизм. Он дает получателю пособия дополнительное, скажем так, время на поиск более доступного жилья без риска немедленного уменьшения компенсации расходов.
При этом закон пересматривает и отдельные юридические исключения. Ограничения могут официально оспорить, если переезд в жилье меньшей площади невозможен или существенно затруднен по подтвержденным медицинским показателям из-за преклонного возраста либо иных серьезных семейных обстоятельств. Следующим важным изменением реформы становятся новые требования к получателям социальных выплат, воспитывающих маленьких детей. Вы знаете, что раньше государство, как правило, не требовало активного поиска работы, пока ребенку не исполнилось 3 года. Теперь же этот период существенно уменьшается. Обязанность зарегистрироваться в центре занятости, искать подходящие вакансии и посещать языковые или интеграционные курсы может наступить уже после того, как ребенку исполнится всего лишь 14 месяцев, если в вашем муниципалитете официально доступны места в детских яслях. Параллельно, друзья, центры занятости усиливают свое внимание к состоянию здоровья получателей социальных выплат. То есть во время регулярных собеседований сотрудники будут учитывать ваше физическое состояние человека при определении дальнейших мер поддержки. При необходимости гражданам смогут раньше предлагать медицинскую реабилитацию и программы профилактики, чем это было ранее. То есть, по замыслу властей, такие меры должны помочь людям быстрее восстановить свою трудоспособность, вернуться к работе и сохранить стабильную занятость. Эффективность новых мер контроля уже вызывает активные дискуссии. В Германии руководитель биржи занятости Нюрнберга Рената Хёблейн уверена, что более строгие санкции могут повысить дисциплину и сократить число нарушений установленных правил. В прошлом году, например, в ее ведомстве выплаты сокращали 3500 раз, и теперь, по ее мнению, эта цифра должна уменьшиться. Аналитик Института исследования занятости Рамос Лобота считает, что полное прекращение выплат само по себе не станет достаточно эффективной мерой, не снизит бюджетные расходы и не поможет людям быстрее найти постоянную работу. Для самих получателей господдержки переход на новую систему Grundsicherungsgeld пройдет незаметно с точки зрения оформления документов. Действующие анкеты ведомства перенесут в электронную базу автоматически. Поэтому, друзья, подавать новые какие-либо заявления вроде бы не требуется. Базовые суммы ежемесячной поддержки остаются прежними. Главное здесь условие – это соответствовать новым правилам учета накоплений и своевременно указывать все доходы. В противном случае выплаты могут быть пересмотрены, приостановлены или прекращены в соответствии с действующим законодательством. А вот дальше, друзья, важное предупреждение для автовладельцев. Речь пойдет о новой модели платных цифровых функций, которая постепенно получает распространение у крупных автопроизводителей. Покупателей автомобилей в Германии может ожидать неприятный сюрприз. Через несколько лет после покупки некоторые встроенные функции вашего автомобиля могут стать доступны только после оформления дополнительной платной подписки. Эксперты автоклуба ADAC обращают внимание, что отдельные производители переводят штатную навигацию, мобильное приложение для удаленного доступа к автомобилю и некоторые другие цифровые сервисы в формат регулярной оплаты. Особое недовольство такая модель вызывает у владельцев автомобилей премиального сегмента, которые уже и так, да, друзья, заплатили большую сумму при покупке машины. Масштабное исследование 12 ведущих автомобильных брендов показало сегодня большую разницу в стоимости цифровых функций. Годовой доступ к отдельным встроенным сервисам у Mercedes может стоить 329 евро. Некоторые цифровые сервисы Audi обойдутся владельцам примерно в 190 евро 80 центов в год, а BMW около 120 евро. На самом деле, друзья, при покупке автомобиля информация о будущих расходах на отдельные цифровые функции даже не всегда подробно обсуждается, поэтому специалисты рекомендуют заранее уточнять полный перечень платных сервисов. Главным предметом обсуждения в этой ситуации становятся различающиеся сроки бесплатного использования самих цифровых сервисов, которые каждый автопроизводитель устанавливает по собственным правилам. Например, немецкие концерны Audi, Opel, Volkswagen предоставляют возможность бесплатно пользоваться управлением автомобиля через смартфон в течение 10 лет. Южнокорейская марка Kia ограничивает этот срок 7 годами. Французский бренд Renault 5 годами, а вот чешская Skoda устанавливает самый короткий, друзья, срок – всего лишь 3 года бесплатного использования.
При этом, друзья, большинство производителей сегодня не раскрывают стоимость дальнейшего продления таких цифровых сервисов. Поэтому при покупке автомобиля клиент не всегда заранее знает, во сколько обойдется использование отдельных встроенных функций через несколько лет. Из традиционных брендов только Шкода открыто называет стоимость своего сервиса 60 евро в год. На этом фоне выделяется китайский производитель NIO, который использует иной совершенно подход и предоставляет пожизненный бесплатный доступ к программному обеспечению. При этом доля автомобилей этой марки на дорогах Германии пока остается относительно небольшой. Эта модель предоставления цифровых функций сильнее всего может отразиться на расходах молодых водителей, которые приобретают автомобили, вы знаете, на вторичном рынке. Автомобильные эксперты сообщают, что именно покупатели подержанных машин чаще сталкиваются с неожиданными дополнительными расходами. То есть они приобретают автомобиль как раз в тот момент, когда первоначальный бесплатный период использования встроенных цифровых сервисов уже заканчивается. В результате такой новый владелец неожиданно обнаружит, что за некоторые привычные функции автомобиля, например, подогрев водительского сиденья, дополнительные цифровые сервисы или обновление штатной навигации, в отдельных случаях может потребоваться оформить платную подписку. Сегодня эксперты клуба ADAC критически оценивают такие действия, отмечая, что при покупке автомобиля будущие расходы на отдельные цифровые функции не всегда объясняются даже достаточно подробно. Кстати, сложности возникают еще и потому, что сотрудники автосалонов не всегда могут заранее назвать полный перечень сервисов, которые после завершения бесплатного периода продолжат работать без оплаты, а вот для каких потребуется отдельная подписка. Представители организации по защите прав потребителей считают, что покупателям необходимо заранее получать максимально полную и понятную информацию обо всех возможных дополнительных расходах, чтобы принять взвешенное решение еще до оформления сделки. В связи с этим немецкий автомобильный клуб ADAC призывает автопроизводителей сделать систему цифровых подписок максимально прозрачной и понятной для нас с вами, для покупателей. Главный пункт этой инициативы – это полная открытость всех будущих расходов без обязательной привязки к дополнительным аккаунтам, а также создание простой и понятной структуры цифровых пакетов. Представители клуба считают, что нынешняя система подписок должна стать намного проще и понятнее для нас с вами, за какие функции придется платить и какие расходы могут возникнуть в будущем. Цифровые сервисы должны оставаться удобным дополнением для владельцев автомобиля, а не превращаться в источник неожиданных дополнительных расходов. Отдельное внимание эксперты уделяют вопросам безопасности. Все программные комплексы, напрямую влияющие на работу автомобиля во время движения, а также регулярное обновление бортовых компьютеров, по мнению ADAC, должны оставаться бесплатными на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства. Кроме того, аналитики предлагают автоматически сохранять уже оплаченные цифровые функции при перепродаже автомобиля на вторичном рынке. То есть, по их мнению, это поможет сохранить стоимость подержанных машин и избавить нового владельца от ситуации, когда после покупки часть привычных функций оказывается недоступной без дополнительной оплаты. В качестве способа сократить дополнительные расходы эксперты предлагают рассмотреть альтернативные решения. Немецкий автомобильный клуб рекомендует водителям активнее использовать сторонние мобильные сервисы, например, конструктивные особенности современных автомобилей все-таки позволяют без проблем синхронизировать смартфон с бортовой мультимедийной системой через встроенные протоколы Apple CarPlay или Android Auto, который за считанные секунды выводит интерфейс телефона на экран автомобиля. Это открывает, соответственно, быстрый доступ к навигации, музыкальным тем же сервисам и другим привычным приложениям. Однако более детальное сравнение функционала показывает и важные технические особенности. Альтернативные программы от крупных IT-компаний, например Google или Sajik, действительно способны успешно конкурировать со штатными заводскими системами. Однако, друзья, для доступа ко всему набору возможностей во многих случаях требуется оформление тоже платной подписки. Бесплатные версии таких сервисов, как правило, имеют определенные ограничения. Например, в них могут отсутствовать голосовые подсказки или возможность заранее загрузить офлайн-карты, что, соответственно, способно создать дополнительное, скажем так, неудобство в поездках по районам с нестабильной мобильной связью.
Особенно большими такие изменения могут оказаться для владельцев современных электромобилей, поскольку многие их функции, вы знаете, тесно связаны с работой интеллектуальных систем автомобиля. При планировании дальних поездок по автобанам одним из ключевых факторов становится точный расчет оставшегося запаса хода. То есть электромобилю важно своевременно получать актуальную информацию о расположении зарядных станций, их мощности и наличии свободных разъемов в режиме реального времени. Если же часть цифровых сервисов окажется недоступной или будет работать с ограничениями, это способно создать новые проблемы во время дальней поездки. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я буду ждать вас здесь же со свежей порцией полезных и важных новостей о законах, налогах и вашей финансовой безопасности в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про акцию Rewe с топливными купонами Aral, новую систему Grundsicherungsgeld, пришедшую на смену Bürgergeld, и дополнительные платные цифровые функции в автомобилях, о которых предупреждают ADAC, обязательно подписывайтесь, поставьте лайки. Спасибо за просмотр до самого конца.